Фанаты волейбола, всем привет! Сегодня поговорим о четвертьфиналах Кубка России. Выясним, кто вышел в следующую стадию и разберем сенсации, если они, конечно, были. Попрошу вас авансом поставить лайк этому видео, оформить подписку на канал, а в комментариях написать, из какого города вы смотрите мои обзоры. Также на Telegram подписаться не забудьте. Ну а все трансляции и записи матчей, которые я обозреваю, вы можете посмотреть на официальном сайте Всероссийской Федерации волейбола. Ссылка в описании. Не смею вас больше отвлекать. Приятного просмотра! Начнем сегодня с противостояния действующих чемпионов России Казанского «Зенита» и Красноярского «Енисея». Первая встреча проходила в Сибири. С первых розыгрышей красноярцы показали, что для чемпиона России этот матч не будет легкой прогулкой и завладели преимуществом. Соперники быстро отыгрались, сравняв счет двумя подряд результативными блоками. А дальше игра пошла на равных, и каждая из команд ненадолго поочередно выходила вперед. В атаке всю партию зажигали Кирилл Урсов и Виталий Федцов. В концовке судья зафиксировал ошибку в расстановке у зенитовцев, и Енисей заработал сетбол, который вскоре и реализовал Федцов. 25-23. Начало второй партии прошло в равной борьбе, а у гостей сменились оба доигровщика. Вышли Михаил Лабинский и Дмитрий Волков. Ближе к концовке казанцы начали наращивать преимущество, вышедшие доигровщики регулярно отмечались в атаке. Зенитовцы увеличивали отрыв и спокойно забрали сет. 20-25. После равного начала третьей партии гости рванули вперед. 8-12 после двух успешных атак Лабинского. Енисей пытался организовать погоню, но провалился в одной расстановке на подачах того же Лабинского, отметившегося эйсом. В концовке у Казани отлично работал блок, а в атаке заколачивали мячи Михайлов и Волков, так что завершить партию в свою пользу им не составило труда. Четвертый игровой отрезок сибиряки начали с хороших подач Урсова, одна из которых получилась на вылет. Соперник ответил серией мощных подач Лабинского, который тоже отметился эйсом. Заработав такое преимущество, казанцы продолжали его удерживать, регулярно организовывая съем. К этому времени на площадку вернулся Дыру и Сурмачевский, который расстреливал своими атаками. На матчболе гости трижды ошиблись, но после тайм-аута завершили начатое 20-25. Статистика матча на ваших экранах. В ответном матче казанцам на домашней арене необходимо было выиграть всего 2 сета, чтобы обеспечить себе место в полуфинале. В стартовом составе казанцев вышли Кирилл Клец и Андрей Сурмачевский. 50% задачи казанцы выполнили играючи, уверенно забрав первый сет 25-17. На второй сет у Енисея вместо Бочарова вышел более опытный Никита Кухно, который удачными атаками помог гостям вырваться вперед в начале партии. Отличную игру в защите показывал либеро Александр Янутов, а Мурашко был неудержим в атаке. Все это позволило красноярцам затянуть «Зенит» в равную борьбу. В концовке зенитовцы не справились с двумя планерами Игоря Филиппова и оказались на краю пропасти. Михаил Лабинский снял команду с приема, а затем тройной блок остановил Мурашко. Дальше тройной блок закрыл и аварийную атаку Кухно. И победу «Зениту» тоже принес тройной блок, теперь уже на Мурашко. 28-26. Счет 2-0 по партиям досрочно принес «Зениту» выход в полуфинал. После этого и Алексей Вербов, и его коллега Юрий Филиппов провели серию замен, дав игровую практику игрокам резерва. В напряженной концовке блокирующий Енисей Александр Крицкий заблокировал Андрея Сурмачевского, а в следующем розыгрыше нападающий казанцев ударил в аут. 24-26. Вторую половину четвертого сета можно назвать именем Кирилла Клеца. Забитая атака, блок и 2 эйса решили вопрос о победителе этого матча. 25-17. 3-1 победа подопечных Алексея Вербова, статистика на ваших экранах. Переходим к противостоянию кемеровского Кузбасса и московского Динамо. Первая встреча вновь прошла в Сибири. Весь первый сет обе команды пытались найти стабильность на подаче, но большая часть летела за пределы площадки. В концовке эйс сделал Славик Костадинов, но не смог продолжить серию. Дмитрий Жук зачехлил Алексея Лобызенко. Тренерский штаб Кузбасса искал решение в заменах, но после добытого сетбола Антон Семышев пайпом остановил все попытки хозяев. 21-25. А вот за второй сет Кузбасс зацепился. После эйса Романа Пакшина кемеровчане повели. Александр Маркин забил переходящий, а Денис Богдан был прикрыт тройным блоком. После тайм-аута «Динамо» при 21-17 подопечным Константина Брянского удалось сравнять счет, но партия не добралась до баланса. Благодаря ошибкам соперника Кузбасс забирает сет себе. 25-23. В третьем сете динамовцы пытались заработать все преимущества, но каждый раз кемеровчане не давали им этого сделать. Решилось все в концовке. Аспарухова закрыли двойным блоком, а Инал Тавасиев не смог переиграть Максима Белогорцева. 20-25. На старте четвертого сета Кузбасс снова отпустил соперника. Кемеровчане пытались зацепиться за сет, но Динамо оказалось сильнее. 18-25. 1-3, победа московского Динамо, статистика на ваших экранах. В Москву Кузбасс отправлялся с фантастической задачей обыграть Динамо в 3
или 4 партиях, а затем и в золотом сете. И сразу же все пошло не по плану. Москвичи в первом сете доминировали в каждом элементе, просто не оставив шансов сопернику. 25-12. На старте второго сета гостям удалось захватить преимущество. Тайм-аут Константина Брянского привел в чувство москвичей, и они тут же смогли не только ликвидировать отрыв, но и заработать комфортное преимущество. Закончил партию и кубковую интригу Дмитрий Жук. Атака первым темпом. 25-19. Выигрыш двух партий, как и в предыдущем противостоянии, обеспечил Динамо выход в полуфинал Кубка России. В третьем сете на площадке появились диагональный Романас Шкулявичус, блокирующий Максим Белогорцев и доигровщик Ярослав Подлесных. Партия завершилась в равной концовке, где все решила подача. Вышедший на усиление связующий Чеслав Свинтицкис сделал эйс. При счете 24-23 в пользу бело-голубых в сетку подал доигровщик Кузбасса Аспарух Аспарухов. 3-0. Статистика матча на ваших экранах. Теперь поговорим о встречах между Белгородским Белогорье и Новосибирским Локомотивом. В этот раз первая встреча проходила не в Сибири, а в Туле. Перестрелку команд в начале первого сета прервал двумя эйсами Амар Курбанов, и Локомотив оторвался сразу на 4 очка. Белгородцы пытались сократить разницу, но ближе 3 очков Локомотив их не подпускал. В ударе был Казаченков, с которым Белогорье не смогло справиться. Он один принес железнодорожникам 8 очков в сете. Локомотив вообще показывал сумасшедший процент реализации атак и без проблем забрал партию 19-25. Сильно начали гости и следующий сет, достаточно быстро заработав 3-очковое преимущество. Илья Скуркаев и Константин Абаев заблокировали Мохаммеда Аль-Хадждади. Белгородцы перехватили инициативу в сете за счет хорошего блока. Дальше шла уже совершенно равная и бескомпромиссная игра. Соперники выбивали друг друга подачей, по очереди праздновали эйсы, которые выводили их вперед, блокировали чужих нападающих и держали в напряжении многочисленных зрителей. Каждая из команд могла качнуть чашу весов в свою сторону, но повезло Локомотиву, игроки которого проявили больше хладнокровия. Они отыграли сетбол у хозяев, забил Казаченков, а блок поставил победную точку 27-29. Третий сет получился не менее интригующим. Команды поочередно выходили вперед, вновь добравшись до равной концовки. К сожалению для белгородцев, китайский доигровщик Джан ошибся на подаче, а потом и не смог переиграть тройной блок. Матанасов на разорванном блоке забил победный мяч 26-28, 3-0 в пользу Локомотива. Статистика на ваших экранах. Помните, я называл задачу Кузбасса фантастической? Забудьте. Выиграть на заполненной Локомотив-арене у новосибирского Локомотива 3-0 или 3-1, а затем еще и забрать золотой сет — вот действительно фантастическая задача. Именно она стояла перед белгородскими львами. Как и в матче в Туле, судьба первого сета решалась в концовке. Новосибирцы при поддержке домашних трибун дважды отыгрывали сетбола Белогорья, и при счете 25-25 в двух розыгрышах точен лызик 27-25 в пользу Локомотива. Упорная борьба продолжилась и во второй партии, где у гостей еще были шансы на путевку в полуфинал. Ход сета сложился иначе. Сразу же железнодорожники включают подачу, эйсом отличаются Абаев и Курбанов. В концовке сета вместо Курбанова на площадке появляется Савин, который планером сбивает с приема Джана. Мяч на стороне железнодорожников. Точен Казаченков, ошибается Цыпков и 25-22 в пользу новосибирцев. После двух партий в активе подопечных Пламена Константинова матч потерял турнирное значение, но шанс показать себя получили резервисты в двух командах. Полностью сменив шестерки, сначала увереннее себя чувствовала Белогорье 19-25, но уже в четвертой партии порадовали своих болельщиков и новосибирцы. Точку в матче поставил эйсом Кастадинов 25-21, 3-1, победа Лока, статистика на ваших экранах. Последнего четвертьфиналиста мы узнаем в борьбе Новоуренгойского Факела и Питерского Зенита. Первый матч проходил на Ямале. Стартовый сет у хозяев совсем не задался, не получилось уж совсем ничего. Зенит реализовывал каждую атаку и не оставил шансов сопернику 13-25. После холодного душа первой партии Факел сумел вернуться в игру. В стартовом составе у ямальцев на второй сет вышли Вадим Юцевич и Корней Энс, заменившие Владислава Бабкевича и Никиту Морозова. И впервые в этом матче ямальцы вышли вперед в счете, в чем им помогли эйсы в исполнении Энса и Динейкина. До конца сета зенитовцы оставались в роли догоняющих. Уже не так мощно летела подача, появились и ошибки в некогда безупречном нападении игроков Зенита. Концовки партии подопечные Виктора Сидельника не без помощи ошибок ямальцев подтянулись в счете, но точный удар Бабкевича принес хозяевам площадки победу в сете 25-22. Начало третьей партии осталось за Факелом, но эйс Яковлева и атака Полетаева помогли Зениту сравнять счет. На подачах Вышникова новоуренгойцы сделали рывок, Мельников отловил блоком Космина, а Бабкевич прошел по высоте. На подачах Тихонова зенитовцы смогли подтянуться в счете, но победу в сете Факел уже не отдал 25-20. Четвертый сет новоуренгойцы провели очень плохо.
ошибки на подаче, в атаке, на приеме. «Зенит» с удовольствием таким подарком воспользовался и перевел игру на тайбрейк 19-25, где развернулась настоящая драма. Команды почти сыграли полный сет, обмениваясь съемами. В упорнейшем противостоянии удача улыбнулась «Зениту». Эйс Воронкова поставил в этом сумасшедшем матче точку 20-22. Статистика на ваших экранах. В ответном матче питерскому «Зениту» необходимо было побеждать с любым счетом, чтобы обеспечить себе выход в полуфинал Кубка Ревы. И подопечным Виктора Сидельникова это удалось. В первую очередь благодаря тому, что «Факел» намного больше ошибался. Первые два сета уверенно остались за «Зенитом» 25-20 и 25-2 соответственно. В третьем сете развернулась настоящая битва. Сначала Питер обеспечил себе солидный отрыв и уже был уверен в своей победе. Но волейболисты «Факела» не сдались и перевернули партию, заработав 3 сетбола. Но ни один из них реализовать не удалось. А в игре на балансе увереннее оказались волейболисты «Зенита». 32-30, 3-0. Питер оформляет путевку в полуфинал. Статистика на ваших экранах. К огромному сожалению, четвертьфиналы Кубка Ревы прошли без сенсаций. Четверка, которая решала, кто победит в Суперлиге в прошлом году, которая решала, кто победит в Бэт-Сити Кубке Столетия, теперь решит, кто будет обладателем Кубка России. Казанский «Зенит» в полуфинале встретится с новосибирским «Локомотивом», московская же «Динамо» с питерским «Зенитом». Огромное спасибо каждому за просмотр. Напоминаю, что прямые трансляции и записи всех матчей можно посмотреть на сайте Всероссийской Федерации волейбола. Ссылка в описании. Не забывайте подписываться на канал и предсказывать в комментариях, кто будет в финале. Ну а с вами был фанат волейбола. До скорой встречи!